Так, ну давайте разберем вот вопрос. Тут одна женщина задала, вот, если я Мгм. не ошибаюсь, Инна зовут. Вот она пишет: «Добрый день, я верю в Бога, стараюсь жить по Его законам. Но в нашем мире очень трудно жить, не зацикливаясь на материальном. Ведь все в нашем мире имеет цену. Даже для того, чтобы душа жила, нам нужно кормить свое физическое тело. Вот и приходится думать о деньгах. Где заработать, чтобы прокормить себя и семью, чтобы купить необходимое для проживания. Не только себе, но и детям. Так как же я не буду думать о материальном?» Вот она спрашивает. Мгм. Мгм. Хороший вопрос. Э, Благодарность Ине за этот вопрос. И действительно, в этом вопросе такой посыл или крик даже, может быть, души внутри, который проявляется в настоящее время. Здесь я отвечу, наверное, так. Не думать, конечно, не получится. Правильно Инна сказала, что мы находимся в материальном мире, мы есть, но зацикливаться на этом нельзя. Вот я сейчас объясняю вещи, на которые обязательно нужно обратить внимание. Вся информация, которая здесь дается на этом канале, она дается не для всей человеческой массы, не для всех. Эта информация дается для пробуждающихся, для тех, кто вот первая волна. Мы все сейчас, этот вопрос меня заставляет просто копнуть туда ниже, дальше, глубже и дать понимание это, глубинное понимание. Все сейчас, кто будет слышать эту информацию, это избранные. И я вас, дорогие, почему пробуждаю, пытаюсь это делать через информацию как-то, заставляю зацепить вот это внутри себя, потому что вы все здесь пришли с миссией. Эту информацию не будет слышать спящий, эту информацию не будет слышать простой люд. Эту информацию слышат только избранные, те, кто пришли сюда по своему желанию. Те, кто родились в этих семьях, в этих телах по своему желанию. Те, кто пришли сюда с миссией. Какой миссией? Мы сейчас являемся миссией пробудителей. Мы пробуждать будем вот этих спящих. Мы будем менять этот мир. И больше всего у этих пробудителей, у всех практически, я скажу, детство, жизнь, не скажу, что прям сразу у нас с рождения была такая прям яркая, богатая, изобильная жизнь. Мы сами выбрали эти тела, мы сами выбрали этих родителей, мы сами выбрали эту жизнь. Для чего? Чтобы через эти трудности мы начали пробуждаться первыми, потому что это наша миссия. Трудности в нашей жизни мы сами выбрали. Мы знали оттуда, когда мы сюда шли, изъявив свое же желание помочь этому миру, выйти из вот этого замкнутого кольца рабства. Мы все вот воины, сейчас первая волна, мы все воины, и мы все пришли сюда по своему желанию, нас никто не заставлял. Но чтобы пробудиться, чтобы проснуться, чтобы задавать эти вопросы, чтобы пробудить эту вибрацию, чтобы пробудить сознание воина, воина света, мы должны были пройти вот эти все трудности. Только через эти трудности физического мира, нехватки, материальных недостатков и так далее, только через это наша душа, дух помогал нам пробуждаться. И именно в своей миссии, только через это мы стали приходить к пробуждению. Я прошу не останавливаться. Вот сейчас вы уже практически на финишной прямой. Вам только остается открыть эту дверь, зайти. И я этот процесс проходил неоднократно. Что в своей жизни, что в жизни моих любимых, я их называю уже друзей, моих любимых братьев, которые пришли ко мне лечиться, сестер.
Я не могу их назвать пациенты какие-то или клиенты, потому что это такие же пробуждающиеся воины, которые пришли сюда с заданием, с миссией, и практически всех привело материальное вот это неравенство, материальный недостаток, который в физическом мире сделали как бы основной ценностью. Когда происходит пробуждение полное, вот, то в физическом мире здесь происходят тоже изменения. С нами сюда пришли наши помощники. Мы не одни здесь. Вот с каждым из нас находится рядом наш дух, который прям неустанно говорит, стучит, там пытается как-то донести сознанию личности о пробуждении, о силе своей, о сознаниях. Многие не слышат пока этого. У нас у каждого есть высшее Я, у нас у каждого есть родовые духи, наставники, у нас у каждого есть ангелы, которые нам помогают. И поверьте мне, когда вы пробудетесь, когда вы начнете доверять, вот тогда начнут происходить эти проявления материальные. Вот почему здесь так происходит именно в плане трудностей материальных. Не думать, вот Инна написала, как не думать об этом. Потому что Инну сейчас пока используют паразиты, возможно так. Она, да, она проходит путь сейчас пробуждения, она верит в Бога, она внутри этот посыл, вибрацию Бога, она знает, ощущает. Но материальный план не позволяет вот эту ступеньку перейти. Он ее все время останавливает, он ее пытается за счет этого тормозить, остановить. Вот как только она доверится, как только она откроет вот эту ступеньку, вот эту дверь откроет, все перейдет туда и передаст вот эти все задачи, поставленные здесь, связанные с материальным планом, ответственность. Вот после этого начнут проявляться чудеса. Простым еще языком объясню на примере. Вот смотрите, здесь в физическом мире в большинстве люди образ раба несут. Как раб выглядит, Илья? Вот образ раба в твоем понимании. Вот. Ну, я на себе буду говорить, что ну, я реально был каким-то рабом раньше. То есть я работал, Да. Угу. и у меня не было никаких целей, намерений. У меня было только то, что я бы поскорее бы хотел отработать, поскорее дождаться выходного, как-то расслабиться, забыть о работе, там, какой-то стресс снять. Угу. И вот это вот происходило все, ну, ежедневно, изо дня в день, и вот на протяжении там 4 лет. Вот ты работал для чего? Чтобы, ну, чтобы Чтобы, что? ну, чтобы как-то деньги вот были, чтобы одеваться, чтобы кушать. И Прокормить и так далее, да? да-да-да. Потом я-то начал понимать, ну, а вот к чему-то это приведет-то? Ну, к Подожди, хорошему. подожди, подожди, вот здесь. А вот теперь ментальный вот этот образ вот того, что было у тебя. Вот Илья, образ какой вот, может, ты нарисовать? Ну, вот сейчас я смотрю на Какой себя вот Илья? того, и, Какой был ну, образ? вот, ну, реально вот раб, как будто его вот прицепили к этой работе, и Да. все. Но я ж никуда не мог там. Я И только он, работал. наверное, вот несет вот такой большой, огромный булыжник, камень на плечах. Ему тяжело, у него вся спина ломается. Но он и не отдыхает вообще. Никаких о выходных там и речи не может быть. И этот камень, вот эта ноша, он несет. Каждый шаг ему дается тяжело. Он весь в поту, он весь в грязи, он голодный, он холодный. И вот этот груз, вот он идет, все, вот там пытается делать шаги, но у него шаги не получаются, потому что давит его это все, ему тяжело. Такой образ, Ну да. вот И примерно такой желания же. не было никакого там работать. Да, То есть, да. потому что надо, вот так вот было. Ну, надо. Вот, Вот. вот, потому что надо, потому что там плеткой вот так сзади бьют, Да-да-да. и ну надо, ты не можешь стоять, они тебе даже отдохнуть не дают. Вот Мгм. тот же самый образ я могу передать и показать Инне. Вот тот же самый образ происходит у нее. Но здесь мы должны поблагодарить. Благодаря вот этому процессу мы внутри начали задавать вопросы. Почему так происходит? А где Всевышний? Почему нет той помощи?
А почему жизнь такая? А кто такие люди? А что это за мир? А для чего мы здесь? А в чем наше предназначение? Вот этих вопросов очень много начинает пробуждаться только у избранных. Опять же, у избранных. Почему мы обращаемся в религию? Значит, это первые как бы шаги. Почему мы ищем способы какие-то, грибы там и так далее. Разными способами, видишь, мы ищем ответы. И ищут ответы только избранные. И здесь секрет весь в том, когда вы пробуждаетесь, вы вот этот камень просто берете и передаете помощникам. Тем помощникам, которые всегда были с нами рядом. Вот опять в этой же картинке дорисовываю истинный образ. Человек идет, тяжелый камень несет, булыжник на себе, его сзади плетью вот этот рабовладелец. Их много, разные виды рабовладельцев, паразиты. Сзади плетью бьет, давай вперед, тащи там, давай. В общем, используют его в своих интересах. А рядом с ним идут помощники, говорят, ну да, дай мне, дай я помогу. Ну дай мне, я помогу, я готов помочь, я могу это сделать, для меня это вообще легко. А человек говорит, нет, и дальше идет, нет, это мое, и я должен. Вот это нет, это мы сами не позволяем им проявить эту помощь. Потому что мы еще не раскрыли внутри себя вот это видение, чувствование тонкого плана, помощников наших. Поэтому человек не может передать, а хотя это надо сделать, передать им ответственность за материальное положение здесь, за материальное благополучие здесь. Нас с детства вот это вдалбливали, что мы должны все, оказывается, тянуть на себе. Да это вранье все. Вот как только вы позволите этому быть, как только вы передадите им и скажете, вот пускай сделает это он, как это пройдет, как это получится, как это произойдет, меня вообще не волнует. Я здесь для того, чтобы излучать вибрацию. Вот наша истинная миссия здесь для того, чтобы излучать вибрацию. Ну, современным языком можно назвать кайф, кайфовать. Но в плане там кайфовать еще, чтобы люди неправильно Ну не да, поняли. то сейчас это. А да, кайфовать не значит там бухать, там где-то лежать, там наркотики там использовать. Нет. А излучать вот эту любовь, излучать радость, излучать гармонию, наслаждаться этим миром, наслаждаться своими возможностями, способностями. Вот у всех есть возможности видеть, у нас есть возможности слышать. Это когда происходит это осознание, вы даже не представляете, какая эйфория внутри начинает проявляться, когда ты, оказывается, можешь видеть столько всего прекрасного в этом мире. А когда ты слышишь, как этот мир проявляет эту любовь. Вот животные, они проявляют эту любовь. Когда вот ты слышишь пение птиц, когда слышишь журчание воды в речке, когда ты видишь краски сочные, это такая вот эйфория, это вот кайф. Когда ты осознаешь, что ты участник, оказывается, этого мира. Вот я так скажу, Инна, все то, что у вас происходит, я это все проходил. Но на тот момент вот у меня не было человека, кто бы мне это объяснил. И знаете, это длилось у меня много лет. Много лет. И я все это прошел методом тыка, грубо говоря, своими осознаниями. Вот пока не пришел к этому. Как только я передал вот эту ношу, я понимаю, да, это надо сделать. Это трудно, но это надо сделать. Вот как только вы передадите вот эту ответственность им, скажете, дух мой, делай, вот сделай за меня вот это вот. Я не знаю, как ты это будешь делать. Ну, ты мне должен сделать вот сейчас прямо. Мне надо это. И поверьте мне, происходят чудеса. Вот вдруг был такой у меня случай, это мой личный пример, я вам расскажу его. Это было года, наверное, 4-5, наверное, назад. У меня были такие трудности, чуть-чуть тоже финансовые. Я как бы понимал все это и уже начинал. Вот тогда у меня произошло это пробуждение, и тогда я вот начал как бы
просить, не то что просить, а я стал передавать им. Мне нужно было перед Новым годом, нужно было заплатить за садик там, плюс к этому еще у меня двое, почти погодки, дети младшие. И они вдвоем в садике, плюс к этому на предновогодние вот эти хлопоты, там им костюм купить надо, на подарки сдать надо, короче. Вот, ну, там как бы по деньгам тоже. И ты понимаешь, что как бы у детей детство-то один раз же, она же не может быть несколько раз. И этот возраст, как бы, чтобы запечатлеть в их памяти, что действительно у них было счастливое детство, не такое, как, например, там, у меня. Я старался как бы все время тянуть вот на себе. И у меня как бы, ну, так получилось, что нету этой возможности, не стало. Вот, ну, просто, не знаю, как бы трудности пошли. И знаете, тогда я взял и, ну вот, на все наплевал, грубо говоря. Вот я понимал, что да, там как бы садик, там надо это. А внутри меня говорило, ну, да наплюй, отдай, ну как вот, да не переживай, все будет хорошо. Оставь, не парься. Этим самым я для себя потом уже понял, что они мне подсказывали. Дай нам эту возможность, дай мы это сделаем. Когда я вот так, знаешь, уже наплевал и думаю, потом, ну, действительно думаю, да наплевать, я уже устал. Что будет, то будет. Эй, не хочу я даже думать об этом празднике, об этих хлопотах, там, костюмы, подарки. Да пошло на все. Самое главное, я здесь, я радуюсь, мои дети живы, здоровы, я кайфую. Ну, у нас есть дом, у нас есть место, где мы живем, у нас есть еда. Хорошо, что они рядом со мной, живы, здоровы. И вот как бы вот так. И на следующий день, гуляя с супругой, мы находим деньги. Те деньги, которые нужно было как раз на этот праздник им. Там на костюм и там на подарки. Вот прям по дороге мы каждый день гуляем просто на протяжении уже 10 лет. У нас привычка, мы проходим 5-6 километров. Ну, когда 5, когда 6, вот так. И мы идем, гуляем, и лежат деньги. Прямо на дорожке. До меня прошел человек, оттуда прошли люди. Они не видели эти деньги. И мы подошли, и эти деньги лежат прямо в снегу, вот так, прямо на аллее, пешеходной аллее. Там несколько купюр свернуты вот так. Ну как в это не поверить? И Ну это да, чудо прям. неоднократно стало происходить. Это неоднократно стало происходить. Вот тогда у меня произошло вот это осознание, что перестань, Ильдьяр, тянуть на себе все. Позволь им это сделать. Чем больше мы тянем на себе, тем больше нам тяжелее. Они у нас для чего? Для того, чтобы помогать. Но они не могут помочь до тех пор, пока мы не позволим им это сделать. Наша вот эта якобы ответственность, что мы должны все сами, все тянуть, все на себе тащить, не дает разрешения им действовать. Вот они просят, ну дай ты нам хоть, ну сделать, ну дай вот там. Мы же такие вот умные, а мы же ответственные же за свои дела и так далее. Мы же сами всю ответственность должны натянуть на себе. Вот это ложь, та, которая заставляет нас чувствовать еще больше вот эту рабскую тяготу. Вот поверьте мне, просто позвольте, передайте. Вот один раз хотя бы сделать. Ну, конечно же, сразу большая сумма не появится. Позвольте с мелкого сделать, ну, с мельчайших даже там, каких-то вот процессов. Мельчайшие процессы вам дадут вот эту возможность веры. Ваша вера это разрешение. И ваша вера это поддержка их. Когда вы начнете вот эту веру включать, поддерживать их, и еще говорят, давай, вот теперь мне надо вот это, не знаю как, но надо. И это начинает еще больше работать, еще больше приходить, еще больше получается. Это работает. Тут много, оказывается, секретов, которые не раскрыли, не дали нам знать. Вернее, не дали знать людям. А мы здесь все, первая волна, мы избранные. Избранные, я вас призываю, просыпайтесь. У вас сейчас будут проявления чуда быстрее происходить, чем у людей спящих. Вы пришли
сюда не просто так. И сейчас, когда я вот говорю, вот обратите внимание вот здесь, что происходит вот здесь. Доверьтесь вот этому, не включайте вот этот аппарат. Вот здесь вам подсказывает и говорит, да, Инна, да, Инна, прислушайся. Вот здесь я говорю. А вот здесь может говорить другой товарищ, который не хочет Инну отпускать. Он говорит, Инна, да какой там, ты что, если ты будешь вот так делать, кто тебе поможет? Ты же останешься голодной, холодной, ты же потеряешь все. А помнишь, вот так было, Инна? А как ты плакала, как ты страдала? Как ты передашь ответственность? Ты что, Инна? У тебя же еще хуже все станет. Вот этот процесс как раз делают именно паразиты, используя информацию, вашу же информацию против вас. И тем самым вы не позволяете, чтобы ваши помощники вам помогли. Поэтому доверьтесь, включайте веру, позвольте им один раз это сделать. Вот вы можете, знаете, это сделать, например, как многие вот как задают. Я хочу материально как бы устойчивость включить. Вы конкретно дайте им это задание, скажите, мне нужно, например, в месяц, чтобы был приход финансовый вот столько-то. Не знаю, каким путем, как это будет происходить, но мне нужно. И когда вы это сделаете, доверитесь просто. У вас будут происходить эти проявления. Каким-то образом будет и отсюда приходить, и работу дадут вам, и возможность дадут вам. Но чем больше вы сами останавливаете, чем больше вы тянете на себе, тем меньше в смысле проявлений будет. И потом будут происходить еще с помощью этого паразита проявления разочарования внутри. Он знает прекрасно об этом, паразит знает об этом прекрасно, что это работает, но его задача разочаровать вас. И он будет стараться внутри еще подливать масло в огонь и говорит, ну вот же, ну смотри, вот какое разочарование, ничего этого не существует и не работает. Вот так ты сейчас потеряла время, потеряла энергию, ты сейчас осталась в дураках, тебя обманули, давай разочаровывайся. И вот это самая худшая выдача энергии, это разочарование. Они это делают в людях каждый день. Разочаровывайся во всем. Посмотри, вот все бедные, и ты должна быть бедной. Какое же разочарование. И все. В этом состоянии много людей. Вот все люди тут гниды. Ну так вот я слышу это часто. Все гнилые. Вот это отношение такое. Как же находиться в этом мире тяжело? Такое разочарование. Это я слышу просто, часто слышу от людей. Вот те, кто просыпается, немного вопросов задают разных. Где расскажи вот про это, где поделись, а как вот это, а что такое судьба, существует ли карма и так далее. Разбор делаешь этому всему, объясняешь, и человек понимает, оказывается, это все просто правила и установки для нашего рабства, которые выгодны для определенных представителей здесь находящихся. Им выгодно, чтобы большинство людей, вырабатывающих энергию, излучающих, которые могут излучать энергию вибраций Бога, им выгодно, чтобы эти люди постоянно находились в низких вибрациях, излучали низкие вибрации. Да, думаю, на вопрос я прям ответил очень раскрыто. Я думаю, ну, Инна меня поймет теперь и начнет делать правильные действия. Просто один раз хотя бы позволит, один раз позволит. Даже сегодняшний там хлеб, скажет. Ну, пускай этот хлеб появится сам. И вот вдруг сосед придет и скажет, вот у меня лишний хлеб я купил, возьмите. Просто позволит этому один раз проявиться. Ну да, думаю, Инна получила ответ на вопрос.
Да, и не только на этот вопрос, а еще, наверное, на многие вопросы ответы все Да, получили. да, да. Как мне многие говорят, задавая вам один вопрос, всплывают в голове сразу вторые, третьи вопросы, а вы берете и отвечаете все в одном вопросе. Как вы это делаете? Откуда вы узнаете наши будущие вопросы? Ваши будущие вопросы, они находятся в информационном поле. Откуда во мне приходит информация и говорят, рассказывай, давай им эту информацию. Я получаю посыл, я в потоке, и через меня информируют вас.